Всем привет! В нашем сегодняшнем видеообзоре Iveco Daily 50C15. Представленный автомобиль принадлежит итальянскому концерну Iveco. Полное название нашего автомобиля Iveco Daily 50C15. Iveco само собой подразумевает, что автомобиль принадлежит итальянскому концерну и собирается в Европе. В Россию он поставляется в готовом виде в виде шасси. Daily – обозначение легкотоннажного сегмента, куда входит большое количество модификаций, представленных у этой марки. Здесь есть 35-я модификация, то есть полная масса 3500, 50-я наша модификация с полной массой 5200, 65-я модификация это 6500 и 70-я модификация это 7 тонн полной массы. Буковка C или буковка S. В данном случае буква C означает двухскатную шиновку задней оси, буковка S английская это односкатная шиновка задней оси. Последняя цифра 15 обозначает турбированный дизельный двигатель мощностью 146 лошадиных сил. Модификации, которые поставлялись раньше, были с индексом и 12, и 13. Это тоже, соответственно, обозначение мощности двигателя в районе 120 или 130 лошадиных сил. Но в настоящее время большинство автомобилей идут именно с этой модификацией 146 лошадиных сил. Сам по себе модельный ряд Iveco Daily предполагает еще под собой автомобили не только в виде шасси, но еще в виде цельнометаллических фургонов. А так как мы фургонам посвящаем небольшое количество нашего времени, поэтому мы их практически не готовим и не продаем. А не продаем по той простой причине, что там очень мало возможностей для творчества. То есть есть цельнометаллическая коробка, ее максимум можно только утеплить изнутри, обшить фанерой, и, соответственно, пространство для творчества небольшое. А вот в виде шасси мы можем себе позволить гораздо больше. Сама по себе марка Iveco присутствует на российском рынке приличное количество времени. У нее есть большая дилерская сеть, развитая по всей России. Сборку крупнотоннажного сегмента Еврокарго наладили у нас в Российской Федерации в Челябинске. Там же собирают модификации с полным приводом. Если вдруг вам нужен автомобиль с возможностью повышенной проходимости, то такое тоже можно собрать на базе шасси Daily или Еврокарго. Бренд Iveco представлен на российском рынке большим количеством модификаций по грузоподъемности и возможным длинам колесных баз. Что я имею в виду? Самая маленькая модификация 35C15 предлагает вам грузоподъемность 1,5 тонны. Самая большая модификация в виде шасси это уже колесная формула 6х2 или 6х4 Iveco Stralis с грузоподъемностью 15 тонн. Объем фургона, который можно установить на самую маленькую модификацию Iveco Daily 35 с короткой колесной базой, порядка 14 кубов. Максимальный объем, который вы можете получить на базе самого большого шасси Iveco Stralis, это уже 22 европалета вместимости и порядка 60 кубов объема. Очень многие наши клиенты используют эту марку в своих корпоративных парках. Режим эксплуатации у этих компаний абсолютно разнообразный. Они приезжают к нам на сервисную станцию и уже доезжая на последнем издыхании, все равно едут и продолжают ехать. Грузоподъемность, которую пытаются выжать от этих модификаций, в среднем где-то там 3-4 тонны на машинах, которые предназначены для перевозки всего 2 тонн. Потом люди удивляются, почему машина ломается. Мы задаем логический вопрос. Ребята, вы хотя бы попробуйте один раз не возить 4 тонны на этой машине. И тогда все у вас будет хорошо. Но это было лирическое отступление. Давайте теперь поподробнее о самом автомобиле. Наш обзор снимается осенью 2015 года. Представленная модификация к этому времени уже является дорестайлинговой, потому что представительство компании Iveco вывело на рынок уже рестайлинговую модификацию, которая претерпела серьезные видоизменения по внешней части автомобиля. Как только у нас будет возможность вам представить уже в рестайлинговом виде новое шасси, мы обязательно вам это сделаем. Наш автомобиль пользуется большой популярностью среди корпоративных парков наших клиентов. Почему? Объясняю.
50 C15 обозначает полная масса 5200, то есть это C-категория. Но у нас есть серьезные ограничения по въезду в центр Москвы, вы сами знаете, то есть это B-категория, 3,5 тонны полной массы и 990 килограмм по ПТСу. Так вот, мы научились занижать полную массу из 5200 в 3500, при этом грузоподъемность шасси 3 тонны никуда не делась. То есть вы можете рассчитывать на серьезную грузоподъемность, а по документам сможете смело ездить по всей Москве. Но это еще не все. Благодаря тому, что в модельном ряду есть большое количество колесных баз, мы вам можем предложить фургоны различной длины, начиная с 3,750 и заканчивая с 4,6 метра. В пересчете это порядка 23 кубов по наружным габаритам. Это особенно оценят те, кому важен объем перевозимого груза. Характерная особенность для модельного ряда Iveco Daily – это то, что все кабины выполнены в одном стиле, примерно как и Isuzu. Если поставить эти автомобили в ряд, то вы не найдете практически ни одного отличия. Общей чертой, характерной для модельного ряда Iveco Daily, является то, что кабина классической треугольной формы устанавливается непосредственно на шасси и не откидывается. Соответственно, доступ в моторный отсек осуществляется через капот. Автомобиль поставляется к нам из Европы. Соответственно, на нем установлено большое количество активных систем безопасности. Что я имею в виду? На передней оси установлены у нас дисковые тормоза вентилируемые, задняя ось оснащена также дисковыми тормозами. Электронные системы, которые здесь есть, это ABS, это система курсовой устойчивости ESP, это система помощи при экстренном торможении, а также система распределения тормозных усилий Electronic Brake Direct. Есть одна очень приятная опция в этом автомобиле, такая система как Hill Assistant. Это система помощи при трогании на уклоне. На самом деле штука очень удобная, штука очень нужная. Очень немногие марки могут этим похвастаться. В частности, на Iveco это есть. Задача любого нашего видеообзора – это донести до вас, до покупателей, для тех, кто будет эксплуатировать этот автомобиль, именно те потребительские свойства, которые вам важны и их нужно знать при принятии решений. Передняя подвеска у нас независимая, она классическая, торсионная. Также установлены амортизаторы газовые и стабилизатор поперечной устойчивости. Исполнение задней подвески также у нас стандартное. Она у нас зависимая, установлены многолистовые рессоры и стабилизатор поперечной устойчивости. На задней оси у нас установлены двухскатные колеса. Радиус наших колес 16, они у нас усиленные, равноразмерные что спереди, что сзади. Поэтому из полной массы 5200 по развесовке 3300 приходится на заднюю ось, то на 900 приходится на переднюю ось. Как заявляет сам производитель, максимальная грузоподъемность нашего шасси составляет 3200. Автомобили такого класса предназначены для поездок на короткие расстояния или по городу. Поэтому бак, который у нас установлен на этом автомобиле, объемом 70 литров. Его горловина закрывается ключом. Но есть модификации, в которых устанавливается бак большим объемом, до 120 литров. Запасное колесо по традиции располагается у нас на задней части автомобиля под рамой. Но в нашем случае автомобиль был доработан, установлен гидроборд, и само запасное колесо было немножко передвинуто ближе к заднему мосту. Специально для России также предусмотрели подогрев картерных газов и подогрев топливного фильтра. Две эти вещи немаловажны в эксплуатации в российских реалиях. Так как наша кабина выполнена неотделимо от шасси, то доступ, как я говорил, в подкапотное пространство осуществляется здесь. Что мы здесь имеем? Турбированный дизельный двигатель с проверенной системой Common Rail, объемом 3 литра, мощностью 146 лошадиных сил, крутящим моментом 350 ньютон-метров. Всех этих параметров касаемо двигателя вам будет более чем достаточно для эксплуатации автомобиля с бортовой платформой, с промтоварным фургоном, с рефрижераторным фургоном и даже, возможно, в составе автопоезда. Такое наш производитель Iveco предполагает. Если вам стандартных 146 лошадиных сил будет мало, вы все-таки будете эксплуатировать автомобиль в составе автопоезда или в условиях, так сказать, пересеченной местности, где будут большие подъемы и большие спуски, и вам нужен будет большей мощности двигатель, то на базе Iveco Daily это можно заказать.
Здесь возможно у дилеров привести шасси с мощностью не 146 лошадиных сил, а уже 176 лошадиных сил и крутящим моментом уже 400 ньютон-метров. Такой мощности вам для сложных условий будет вполне достаточно. Вот смотрите, значит, есть информация, заявлена заводом-изготовителем и указывается на шасси, а есть информация, которая помещается у нас непосредственно под капотом. Что у нас здесь? Это номер шасси, это полная масса автомобиля, хотя изначально на сайтах приводят под 200, здесь 4950. Значит, это полная масса автомобиля в составе автопоезда 8450, а на сайте, по-моему, 8700 указано. Вот у нас идет развесовка по осям. На переднюю ось приходится тонна 900, на заднюю ось приходится 3700. То есть, если сложить эти цифры, мы получим с вами 5600 полной массы. Но опять же, 5200 у нас идет на сайте. Это идет тип от 50C15, Евро 4, колесная база 3750. Ну и тип двигателя здесь. И его мощность 107 киловатт. В лошадях это 146 лошадиных сил. Это небольшое местечко, где вы можете подчерпнуть для себя дополнительную информацию и проверить. Кабина, которая устанавливается на наш модельный ряд, классической треугольной формы, представляет большой запас жизненного пространства. Для многих это очень весомый показатель и немаловажный фактор при принятии решений о выборе автомобиля, потому что если взять, например, производителей марки там Isuzu или Hino, у них классическая прямоугольная кабина, и очень многие водители их не любят за то, что, как они говорят, небольшой запас жизненного пространства. То есть наши товарищи уже заранее думают, а вдруг я въеду, а потом чего и как, здесь практически целый метр до ваших ног. С освещением здесь все в порядке. Отличная передняя блок фар с левой и с правой стороны, передние ходовые фонари, ближний свет, дальний свет, повторители поворотов, габариты на кабине, широкие зеркала под надстройку шириной 2,20, также с повторителями поворотов вот здесь. Зеркала, которые устанавливаются на наш автомобиль, предлагают вам отличнейшую обзорность. То есть они огромные, они широкие, разделены на две секции. Верхняя часть без полусферы, она имеет возможность регулировки и обогрева. Нижняя часть регулируется один раз, она сферической формы и помогает вам более лучше видеть мертвые зоны. Мы с вами осмотрели автомобиль и кабину снаружи. Предлагаю заглянуть внутрь, потому что над интерьером самой кабины производитель потрудился очень и очень хорошо. Вперед! Как только вы открыли водительскую дверь, что первое вам бросается в глаза? Очень высокая посадка. То есть сиденья выполнены здесь на очень большой высоте, соответственно, это большой плюс, это отличная обзорность за рулем. Приятная на ощупь ручка. В обшивке водительской двери есть, значит, небольшой карман для мелочей в средней части обшивки и большой карман в нижней части обшивки. Причем здесь есть отсек, огромный отсек разделен на три части. Это для документов формата А4 и для двух бутылочек. То есть здесь легко влезет некая там литрушка-полторашка и небольшая бутылочка где-то 0,3-0,5. Они между собой разделены и, соответственно, будут надежно закреплены, не будут падать. Есть еще хитрая спрятанная небольшой кармашек в самом низу дверной обшивки. У Мерседеса и Форда в этом месте есть карман, но он, соответственно, на специальных фиксаторах, и он откидывающийся, открывающийся и закрывающийся. Здесь он без такого функционала, но тем не менее карман есть. В зоне досягаемости левой руки также находится блок управления электростеклоподъемниками. Они у нас электрические, левая и правая сторона. А также механизм регулировки зеркал заднего вида. Вот здесь.
Отдельно стоит отметить большое количество регулировок водительского сидения. Про водителя подумали очень хорошо. Соответственно, у нас традиционно вперед-назад. Отдельно, значит, у нас регулируется спинка по углу наклона. И есть возможность регулировать подушку, на которой сидит, соответственно, непосредственно водитель, регулировать по наклону передней части, а также по наклону задней части. Соответственно, водитель любого роста и любой комплекции, я думаю, здесь усядется без каких-либо проблем. Как я и говорил, эргономика самой кабины продумана на высоте. Помимо большого количества регулировок самого сидения, у вас есть возможность еще и отрегулировать рулевую колонку, но, к сожалению, только по одной плоскости, то есть вверх-вниз. Вперед-назад она не регулируется, но это, соответственно, вы можете сделать с помощью сидения. Рычаг механической коробки переключения передач находится здесь у нас на торпеде. Он очень удобный, приятно ложится на руку. У него прикольная серебристая вставочка. Она у нас, соответственно, шестиступенчатая коробка передач. Задняя передача включается с помощью вот этого вот флажочка. Тянем на себя и, как на «Жигулях», включаем заднюю скорость. Характерной особенностью для большинства грузовых автомобилей является то, что любая кабина имеет большую площадь остекления. Соответственно, предоставляется вам отличнейшая обзорность. А вкупе с хорошими зеркалами заднего вида, соответственно, вы там шансы на безопасную езду свою повышаете. Лобовое стекло у нас в нижней части имеет несколько нитей обогрева. Для России это актуально, когда намораживается большое количество льда. Соответственно, та часть, где располагаются дворники, она не будет сильно замерзать и, соответственно, будет постоянно прогрета. На месте разработчиков Iveco я бы еще, конечно, добавил, не хватает вот сюда подлокотничка. Он есть у фордовцев, и эта штука очень прикольная. Хотя надо отдать должное, что с левой стороны, благодаря высокой боковой обшивке, у вас функцию подлокотника выполняет именно она. И, соответственно, можно, не так ехать и падать, а вот так вот ехать и рулить. Неизменно то, что на автомобилях, естественно, устанавливается гидроусилитель рулевого управления. К сожалению, к системам пассивной безопасности ивековцы почему-то пока не добавили аэрбэги. Но при этом есть трехточечные ремни безопасности, которые можно еще и регулировать. Не у всех это есть. Ремни можно регулировать, соответственно, по высоте верхней точки. Ремни безопасности на пассажирском сидении тоже у нас трехточечные, с преднатяжителями. Ну, это уже, я думаю, стандартно в современных реалиях. Ручник у нас по традиции находится здесь под правой рукой. Все стандартно, все обычно. Есть одна необычная штука. Есть ручка на потолке. Могу предположить, что это либо для резкой смены позиции, либо для того, чтобы пассажир, сидящий по центру, не держал водителя за коленку, а держался за поручень в крыше. Сама торпеда у нас довольно громоздкая. На ней помещается большое количество кармашиков, интересно сделанных, вот, так сказать, сопел воздуховодов. Большое количество подстаканников, кнопочек, тахограф, пепельница, бардачок. Верхняя часть нашей торпеды выполнена таким образом, что она не отблескивает на солнце. Это очень, так сказать, очень нужно и важно, потому что она довольно здоровая, довольно огромная. И если бы она отблескивала, она, конечно, вам бы обзорность сильно уменьшала. Она бы тогда за 2/3 лобового стекла блестела бы вместе с солнцем у вас. Помимо водителя в салоне могут разместиться еще 2 пассажира. Пассажирские сиденья у нас с вами полноценные. В средней части, к сожалению, нету, так сказать, откидного столика, который обычно располагается здесь вот в средней спинке, который там, он обычно выполняет роль там некого письменного стола, либо обеденного стола с подстаканниками. Вот, как я говорил, трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями для обоих пассажиров. Сиденье у нас стационарное, не сдвижное, ни спинка не откидывается, ни нижний диван не поднимается, там, предоставляя какой-то дополнительный отсек, например, как у того же Форда. Это здесь довольно большой объем получился бы. Может быть, конструкторам стоит это дело взять на заметку.
Подголовники, которые установлены у нас на пассажирских и водительских креслах, они на вид выглядят очень такими жесткими, и в случае там ДТП есть такое ощущение, что ты подзатыльника получишь пластмассовой вот этой штукой приличного. Но на ощупь они мягкие. Я был удивлен. Они мягкие, даже приятные и прогибаются. Наша огромная торпеда вмещает в себя большое количество, назовем их, девайсов. Что у нас здесь есть? Отлично сделанные сопла воздуховодов. Надо закрыл, надо открыл. Очень круто сделано. Не встречал такого ноу-хау еще пока нигде. Есть только у ивековцев. Выдвижной подстаканник надо. Достали, стаканчик поставили, кофе, чай. Не надо, закрыли. Небольшой кармашек для барахла. 3 заглушки для различных кнопочек, для доп. Оборудования. Здесь у нас располагается динамик. Здесь удобно располагается флажок для того, чтобы регулировать рулевую колонку. Отрегулировали, задвинули, все. Очень удачно и очень приятно расположены, значит, рычаги, которые нам позволяют регулировать дальний и ближний свет, включать светотехнику, бибикать, также управлять дворниками. Щиток приборов довольно традиционен. Это, соответственно, скорость у нас, тахометр, большое количество сигнальных ламп, здесь уровень топлива, температура охлаждающей жидкости и, так сказать, ну, довольно приличный экран портового компьютера. Здесь выводится различная информация, регулировать вы можете и выводить информацию с помощью небольших клавиш. Вот здесь у нас, соответственно, с правой стороны от руля. Здесь же справа находится и корректор фар. Он тоже довольно редко используется, поэтому его убрали подальше туда. На правом рычаге управления находится такая круглая клавиша с надписью Trip. То есть это базовые показатели, которые выводятся на бортовой компьютер, и их, ну, грубо говоря, интересно знать. Текущий расход топлива, средняя скорость, время в пути, пройденное расстояние точки А до точки Б, средний расход топлива, средняя скорость. Ну, короче, большое количество параметров, которые, в принципе, вам, ну, было бы интересно. Вот запас хода и наработка двигателя, пройденное расстояние. Вот, соответственно, с помощью меню можно, с помощью кнопочек можно регулировать яркость подсветки. Средняя часть нашей торпеды. Здесь, соответственно, стационарный карман, опять же, для как всякого барахла. Сопло воздуховода, которое крутится в разную сторону, направляется в разную сторону и позволяет направить вам воздушный поток в любом направлении. Небольшой кармашек для мелочушки, каких-нибудь ключиков, например, от фургона. Шайбы регулировки температуры, скорости обогрева и направления, соответственно, обдува. Это все стандартно. Есть режим, соответственно, закрытия заслонки от подачи наружного воздуха. Если вы идете за какой-нибудь фурой вонючей, чтобы вам ни соляры, этот выхлопы не летели, можете выкрутить. Здесь большое количество клавиш, которые можно, в которые размещаются всякие дополнительные опции. У нас стандартно установлена здесь, соответственно, посередине кнопочка аварийного хода, кнопка включения обогрева зеркал, кнопка включения передних противотуманных фонарей и кнопка принудительное отключение системы противобуксовки АСР. Мне кажется, эта кнопка здесь есть для того, чтобы для людей, которые на наших грузовиках не только ездят, а любят, например, наваливать или дрифтить, именно для них разместили здесь эту кнопку отключения системы противобуксовки. Так как автомобиль у нас изначально С-категории, то в Европе на такого класса машинах по умолчанию устанавливается тахограф. По состоянию на 2015 год можем делать из Т-категорию Б-категорию, то тахограф у вас здесь будет красивой игрушкой. То есть на машины Б-категории тахограф не требуется. Но раз он тут есть, нахай будет. Под тахографом располагается пепельница. С одной стороны, значит, кнопка для прикуривания, разъем для прикуривания. С другой стороны, разъем для розетки, максимальная мощность 180 Вт. С нижней частью, под прикуривателем, соответственно, есть еще один потайной отсек. Он довольно длинный. И сюда поместятся документы формата А4. Он такой спрятанный, практически незаметный.
поэтому начкарить сюда может быть документы любые. Правая часть торпеды является практически отображением левой части. Здесь также есть сопла воздуховодов, откидной подстаканник и довольно внушительный бардачок, который также может вместить в себя большое количество документов. У современных дизайнеров, которые разрабатывают интерьеры, наверное, мания на карманы. Здесь, помимо большого количества карманов, которые есть вот на передней части и на обшивках дверей, есть еще один карман, который спрятан здесь между сиденьями. Он тоже размера А4 и предполагает размещение документов. Внутреннее исполнение кабины также обшито приятным на ощупь материалом. Есть плафонное освещение, ну и, как говорил, поручень. Наш автомобиль собирался непосредственно под заказчика. В данном случае мы устанавливали промтоварный фургон с габаритными размерами 4,35, 2,20 на 2,30. В пересчете это практически 22 куба по наружным габаритам. Я вам уже говорил о том, что у этого шасси есть несколько колесных баз. Самая короткая из них предполагает установку фургона длиной 3,5 метра. Это шасси практически не ввозится в Россию и не пользуется популярностью ввиду того, что фургон слишком короткий. На колесную базу 3,450 мм мы можем установить фургон длиной 3,8 метра. Это уже 7 палет вместимости, а также порядка 16 кубов по наружным габаритам. Следующая колесная база, которая представлена непосредственно у нас, это уже база 3,750. На нее мы установили фургон длиной 4,35 метра. Самая длинная колесная база предполагает установку фургона не 4,35, а уже 4,60, что в пересчете даст вам еще дополнительные кубы объема. Наш заказчик возит концертное оборудование, поэтому вопрос максимальной кубатуры для него особенно актуален. В данном случае мы установили фургон с габаритными размерами: длина 4,35, ширина 2,20, высота 2,30. Что в пересчете дает нам 22 куба по наружным габаритам. Внутренний объем будет немного меньше. Но иногда это оборудование весит довольно прилично, поэтому на заднюю часть рамы мы установили гидроборд грузоподъемностью 1 тонны. Наш гидроборд голландской фирмы Даландия. Сама платформа у нас выполнена из алюминия. Орган управления самим гидробортом находится в правой части, непосредственно под фургоном. Чтобы вы понимали, как это выглядит, есть инструкция, которая клеится для непосредственно водителя, который может видеть вот моменты, способы управления. Приятная крышечка, на которую еще можно здесь повесить небольшой замочек, там может там типа почтового типа. Вот. Вы его снимаете, поднимаете эту крышечку, она вас надежно защитит от грязи. При этом есть еще вот такой ключ, без которого гидроборд работать не будет. Он вставляется непосредственно сюда, приводится в положение, работает. Постоянно нужно будет зажимать правую клавишу и левой рукой уже регулировать, что вам нужно. Опустить гидроборд, либо отпустить саму лопату. Две крайние клавиши у нас. Это подъем и опускание горизонтальной плоскости. Соответственно, нажимая при этом центральную кнопку и крайнюю, мы можем регулировать угол наклона уже непосредственно самой платформы. Вместе с гидробортом еще идет пульт, который имеет провод, растягивающийся на большое расстояние. Специальная розетка, разъем. Вставляем и управляем пультом. Выглядит это вот так. Соответственно, вы закатили палет вместе с тележкой. И чтобы не скакать и не опускать постоянную платформу, вы регулируете уже пультом. Отрегулировали, закатили палет, выкатили с тележкой и опустились. Очень и очень удобно. У пульта есть магнит. Вы можете его в любом месте повесить на металлической задней рамке. Не забывайте ключ от гидроборта. Так как наш клиент перевозит оборудование и оно не требует температурных условий перевозки, в данном случае мы для него изготовили фургон, который называется у нас там промтоварный легкий сэндвич. Что из себя представляет? Это значит, стенки фургона выполнены из 30-миллиметровых сэндвич-панелей.
Панель пола у нас не утеплена. Это дает вам возможность иметь фургон с большой жесткостью и хорошей герметичностью. Потому что я не очень люблю фургоны, которые сделаны из обычного лакированного металла и представляют собой погремушку. Они не имеют достаточной жесткости, которая требуется для наших заказчиков. Фургон у нас в стандартном исполнении. Внешняя обшивка лакированная сталь. Обрамление фургона анодированный алюминиевый уголок. Задняя рамка дверей оцинкованная сталь. Фурнитура дверей оцинкованная сталь. Ручки стандартные, с возможностью запирания с небольшим замочком. Внутри наш фургон выглядит именно таким образом. Он беленький, он красивенький, он жесткий, он герметичный, в отличие от простых фургонов из блок-металла, который я называю погремушка. У нас есть возможность установить на нем такелажную ленту, как я говорил, на любой высоте. В один ряд, в два ряда, в три ряда, в крыше. У нас есть возможность установить такелажные кольца в полу, но это если вам надо. В качестве стандартной обшивки у нас идет сетчатая фанера. В самом фургоне есть один плафон освещения светодиодными лампами. Ширина фургона предполагает Т-образную установку палетов, европалетов 120 на 80. Соответственно, 3 палета в длину и 5 палет поперек. Вместе мы имеем 8 европалет вместимости. На задней рамке фургона при установке гидроборта монтируется специальный порожек. Он предотвращает застревание колес самой рохлы и очень важен функционально. На задней рамке, где-то в средней части, также устанавливаются специальные отбойники, куда упирается верхняя часть лопаты гидроборта. Она необходима для того, чтобы ваша лопата не упиралась ни в фурнитуру, ни в петли, ни в двери. И в закрытом положении имела 4 точки опоры. 2 здесь и 2 снизу. И, соответственно, будет надежно упираться и не болтаться на задней рамке. При большой высоте фургона над кабиной возникает большое пятно контакта, которое сопротивляется встречному ветру. Для уменьшения этого сопротивления на кабину мы устанавливаем обтекатель. На этот автомобиль для нашего заказчика мы также установим дополнительно магнитолу и сигнализацию с центральным замком. Большая оконцовочка. Время подводить итоги. Итальянский автомобиль, который завозится к нам непосредственно в Россию в собранном виде. Немаловажный фактор. Большое количество модификаций от самого маленького тоннажа до самого большого тоннажа, в том числе тягачей. С помощью этой марки вы сможете построить свой корпоративный парк из одного бренда. Это определенное преимущество. Очень хорошие эксплуатационные параметры, хорошая надежность, хорошая выносливость и неприхотливый турбированный дизельный двигатель. Гарантия на этот автомобиль небольшая, к сожалению, 1 год общая. 2-й год на силовую линию, то есть это коробка, мосты, двигатель, ходовка. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Большое количество колесных баз, на которых можно застроить фургоны, начиная от 5 европалет, заканчивая 22 европалетами. Базы отлично подходят под установку любого типа фургонов. Промтоварные, бортовые платформы, рефрижераторные фургоны всех мастей, с дверями, без. Все, что вам надо, мы вам застроим на базе этого автомобиля. Непосредственно наш автомобиль из полной массы 5200 занижается в Б-категорию в 3500. И грузоподъемность 990 кг по ПТС, соответственно, не требует въезда в центр Москвы. Сам автомобиль, сам по себе автомобиль очень мягкий, шикарный двигатель. По трассе этот автомобиль себя ведет очень уверенно и хорошо держит дорогу благодаря двухскатной шиновке задней оси. На нашем автомобиле 8 палет вместимости, 2,5 тонны грузоподъемности реальной, хотя по ПТС до тонны. Очень большое количество плюсов у этого автомобиля. Если за ним следить, своевременно обслуживать, то он будет вас радовать и радовать. Очень большое количество активных систем безопасности, в том числе система помощи при трогании на уклоне. Это очень важно. Но этот автомобиль
требует квалифицированного обслуживания на дилерской станции с дилерским оборудованием. У этого автомобиля не самая низкая цена, но при всем при этом это вариант, на который стоит обратить ваше внимание. Потому что возможность трансформации, возможность изобретать на базе этого шасси, они безграничны. Выбирайте то, что вам надо, обращайтесь в наш автосалон, и мы вам построим автомобиль любого типа, с любой надстройкой, любого назначения. С вами был Сухин Кирилл. До новых встреч!